Холодной зимней ночью Ральф обнаружил на пороге своего дома кота, который умолял впустить его в дом. Он не знал, к чему приведет их встреча, но вскоре узнал, что кот приготовил своему спасителю приятный сюрприз. Когда Ральф встал, чтобы приготовить себе чашечку горячего шоколада во время рекламной паузы, он меньше всего ожидал встретить кого-то, кто ждал бы его на крыльце. Ночь была холодная. На улице завывал ледяной ветер, а по прогнозам синоптиков, рано утром должен был выпасть снег. Но когда он проходил мимо входной двери, то увидел, что там сидит кошка, прижавшись носом к стеклу и издавая беззвучное мяуканье. Как только кошка заметила его, она подняла одну из своих пушистых белых передних лап и ударила по стеклу, как бы говоря: «Привет, не могли бы вы, пожалуйста, впустить меня?» Ральф подошел к двери, и кот тут же поднялся. Казалось, что открытие двери было предрешено заранее, как будто в мире не было ни единого шанса, что этот человек откажет ему в помощи перед лицом такой твердой убежденности. Ральф был вынужден подчиниться. Он отпер замок, и когда открыл дверь, кошка быстро протиснулась в образовавшуюся щель. Вместе с ней в комнату ворвался порыв ледяного ветра, и Ральф мгновенно проникся сочувствием к ее затруднительному положению. Как долго она там прождала. Как только она оказалась внутри, он закрыл дверь. Хотя кошка была в основном сухой, ее шерсть была покрыта ледяными капельками. Она встряхнулась, и несколько капель попало на ковер. При ближайшем рассмотрении Ральф разглядел, что она была настоящей красавицей с пушистой бело-полосатой шерсткой и великолепным плюмажем на хвосте. Кроме того, она выглядела довольно упитанной. Определенно, не такую кошечку можно было ожидать увидеть на улице в такую холодную зимнюю ночь, как эта. Ральф пошел на кухню, чтобы приготовить горячий шоколад, и подогрел немного молока для кошки. Он налил его в маленькую миску и отнес в прихожую. После недолгого колебания она принялась лакать. Закончив, она последовала за ним на кухню. Она шла медленно и часто останавливалась, чтобы обнюхать каждый угол и осмотреть каждую щель. Ральф погладил ее по мягкой шерстке, и она в ответ громко замурлыкала и потерлась о его ногу. Она явно пыталась подружиться с ним. «Не беспокойся о холоде», — успокоил ее Ральф. «Ты можешь остаться на ночь или настолько, насколько захочешь». Едва эти слова слетели с его губ, как он понял, что на самом деле имел в виду именно их. Он был полностью готов к тому, чтобы приютить этого кота на несколько дней или даже недель. Это был первый раз в его жизни, когда он проводил время с домашним животным, которое не принадлежало его другу или родственнику. В детстве он любил собак и отчаянно хотел подарить щенка на день рождения. Но поскольку он вырос в многоэтажном жилом доме, это было невозможно. Поэтому ему приходилось довольствоваться играми с собаками своих друзей. После 2 лет службы в армии его первая гражданская работа включала в себя много поездок. Он посетил много интересных мест и наслаждался регулярной сменой обстановки, но это мешало ему поспешить в приют и, наконец, обзавестись домашним животным, о котором он всегда мечтал. Вот почему он в конце концов решил сменить работу, остепениться и обзавестись собственным домом. На первые шаги ушла большая часть года, и найти место, где он чувствовал бы себя как дома, было ничуть не легче. Вот почему, в некотором смысле, он завидовал коту. Когда кошка допила молоко, Ральф дал ей тарелку с остатками курицы, но она, похоже, не была голодна и просто принялась за еду. После этого он вернулся к своей спортивной игре. Даже если его внимание было сосредоточено на чем-то другом, оторвавшись от своего горячего шоколада, он заметил кошку, заглянувшую в гостиную. Она поприветствовала его веселым мяуканьем и с удивлением уставилась на огромный экран телевизора. Ральф убавил звук, надеясь, что она присоединится к нему, но футбольный азарт, очевидно, не слишком привлекал ее, потому что она не задержалась в комнате дольше, чем на несколько мгновений. Через несколько минут он услышал жалобное мяуканье в коридоре и полностью прекратил игру, чтобы проверить, как там его новая гостья из семейства кошачьих. Кот тщательно осмотрел все комнаты. Спальни вызвали у нее особый интерес, и она провела некоторое время, разминая одеяло на кровати Ральфа. Она также запрыгнула на несколько стульев и на подоконник, откуда наблюдала за снежинками, мягко падающими с неба.
В гостевой спальне она издала еще одно жалобное мяуканье перед дверцами гардероба. Ральф отпер их, и кошка без колебаний вошла внутрь. Вскоре ей понадобилось сложенное одеяло, которое лежало на нижней полке. Ее мурлыканье было таким громким, что отражалось от деревянных стен. Ральф наблюдал за ее работой и смеялся. У него был небольшой опыт общения с кошками, но, похоже, эта кошка чувствовала себя как дома. Он испытывал странную гордость за то, что она чувствовала себя в безопасности в его доме, и решил, что несколько царапин на одеяле — не слишком высокая цена за компанию. Кошка провела весь вечер в комнате для гостей Ральфа. Она вела себя мирно и дружелюбно по отношению к своему новому хозяину, мурлыкая всякий раз, когда видела его. Она больше не хотела есть, но все же взяла миску с водой, которую Ральф оставил ей, проведав в последний раз. Ральф отправился спать. На следующее утро он принялся за работу, пытаясь определить, принадлежала ли кошка кому-нибудь из его соседей. Он сделал 2 фотографии и показал их всем, но никто в округе не знал кошку или видел ее раньше. Ральф проверил доски объявлений на предмет пропавших кошек, но не нашел ни одного описания, которое соответствовало бы кошке, которая теперь поселилась в его комнате для гостей. Он оставлял сообщения в группах соседей и в социальных сетях, но ответа не получил. Несколько человек предложили отдать кошку в приют для животных, но Ральф не смог заставить себя отослать ее. Было очевидно, что она доверилась ему с самого начала. Смирившись с тем, что кошке придется провести 2-ю ночь под его крышей, Ральф отправился за кошачьими принадлежностями. Он получил лоток для мусора, а также немного кошачьего корма и большую кошачью подстилку. Кошка не хотела ничего есть, но ей понравилась новая кровать. А когда Ральф достал из шкафа ее любимое одеяло, оно стало просто идеальным. Отсутствие аппетита у нее беспокоило его. Кроме того, она была холодной на ощупь, и Ральф подумал, не подцепила ли она какого-нибудь насекомого, пока была на улице. Он принес дополнительное одеяло и грелку к кошачьей кроватке. Она была рада, что ей пора в постель, но по-прежнему беспокоилась. Ральф часто навещал ее, и каждый раз она громко мурлыкала. Он предположил, что она поцарапала бы его или, по крайней мере, зашипела бы на него, если бы действительно испытывала дискомфорт, и решил, что не будет настаивать на том, чтобы она ела. Возможно, она просто приспосабливалась. Ближе к вечеру снегопад усилился. Кот по-прежнему беспокоился, но Ральф, прежде чем лечь спать, убедился, что в комнате тепло и уютно. На следующее утро он проснулся от огромного удивления. Когда он вошел в комнату для гостей, его приветствовал тихий хор кошачьих голосов. Кошка отдыхала в своей новой мягкой постели, но она была не одна. За ночь она родила 3 очаровательных котят. Тогда-то он и понял, что она не была упитанной, а просто опухла из-за беременности. И это означало, что она, вероятно, заблудилась. Тем не менее, она выглядела такой гордой за свою работу, и Ральф почувствовал, как его сердце переполняется любовью ко всем им. Через несколько дней он уложил свою новорожденную кошачью семью в переноску для домашних животных и отвез их всех в ближайшую ветеринарную клинику. Всем выдали справку о состоянии здоровья, и он сразу же назначил им первые прививки. К этому времени сама мысль о том, чтобы оставить их у себя, казалась немыслимой. И когда прошел месяц, а никто не попытался предъявить права ни на мать, ни на малышей, он понял, что буквально за 1 ночь стал их официальным владельцем. Когда котята подросли и начали играть друг с другом, Ральф купил им много игрушек. Кошка-мать стала его лучшим другом-защитником, и как ответственный владелец домашнего животного он организовал ее стерилизацию. Ральф, живший в семье из 4 кошек, которые его обожали, почувствовал, что его жилище наконец-то превратилось в уютный дом, о котором он всегда мечтал. Вы когда-нибудь из сострадания впускали в свой дом незнакомую кошку или любое другое животное? Расскажите нам, что произошло, в комментариях ниже. Если вам понравилась история, то, несомненно, следующее видео, которое появится на вашем экране, тоже вас растрогает. Не забудьте подписаться на канал, поставить большой палец вверх и активировать колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одного из наших следующих видео. Крепко целую
и увидимся в следующем сюжете.